Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим торт, который я назвала «Три шоколада по-новому». На моем канале есть классическая версия торта «Три шоколада», который для многих стал любимым. Этот же торт также сочетает в себе три разных вида шоколада, но каждый из них будет в разной текстуре. Темный шоколад в бисквите, что делает бисквит насыщенным и очень ароматным. Молочный шоколад в нежном креме, а белый в воздушном взбитом ганаше. Торт получился изысканным, богатым и очень вкусным. Давайте готовить. Начнем с основы торта – бисквита с темным шоколадом. Нам понадобится мука, сахар, яйца, темный шоколад, молоко, кукурузный крахмал, сливочное масло и разрыхлитель. Количество всех ингредиентов, как всегда, будет указано в рецепте в описании под видео. Сначала соединим сухие ингредиенты. К просеянной муке добавим кукурузный крахмал, разрыхлитель и перемешаем венчиком. Далее в небольшом сотейнике нам нужно соединить шоколад, сливочное масло и молоко комнатной температуры. И все вместе на невысоком огне при постоянном перемешивании лопаткой нужно нагреть до полного растворения шоколада и сливочного масла. Масса должна стать полностью однородной и вот такой глянцевой. В большой чаше начинаем взбивать яйца, сразу добавляем к ним сахар и увеличиваем скорость миксера, чтобы массу тщательно взбить. Постепенно она сильно увеличится в объеме, станет пышной, воздушной, очень посветлеет, а венчики миксера начнут оставлять следы на поверхности. По времени взбивания мы здесь не ориентируемся именно на внешний вид, на состояние взбитой массы. Теперь небольшую часть взбитой яичной массы добавляем к шоколадной массе. Аккуратно объединяем их лопаткой, тем самым мы облегчим шоколадную массу. И затем эту массу вводим в основную. Аккуратно перемешиваем лопаткой, стараясь доставать до дна, но не мешаем слишком долго. Через сито добавляем сухие ингредиенты и продолжаем при помощи лопатки объединять тесто. Нам важно сохранить объем теста, но при этом хорошо смешать ингредиенты. Этот бисквит не из простых, он требует особой аккуратности и внимания. Вы можете заметить, что от каждого лишнего движения объем теста может уменьшаться. Нам этот эффект нужно свести к минимуму. В конце я делаю буквально несколько движений венчиком, чтобы разбить оставшиеся комочки муки. Вот таким получилось тесто. Сразу же переливаем его в форму для выпечки и выпекаем. Ставим бисквит обязательно в заранее разогретую духовку. Температура выпечки 170 градусов. Выпекается бисквит около 50 минут, но ориентируйтесь по условиям своей духовки. Проверяем бисквит на готовность деревянной шпажкой. Важно бисквит допечь, но не пересушивать. Бисквит получается красивым, с невероятным ароматом и корочкой. Бисквит достаем из формы, даем ему немного остыть и затем заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на стабилизацию в холодильник. Сделаем заготовку для взбитого ганаша. Нам понадобится белый шоколад, 2 части сливок жирности 33%, желатин и холодная вода для его замачивания. И начнем с желатина. Всыпаем его в холодную воду, перемешиваем до увлажнения всех гранул и оставляем для набухания. Белый шоколад нам нужно растопить. Я растапливаю шоколад в микроволновой печи короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Далее одну часть сливок нам нужно нагреть примерно до 60 градусов. Желатин к этому времени уже набух. Добавляем набухший желатин в нагретые сливки и перемешиваем, чтобы он полностью разошелся в сливках. И сразу выливаем нагретые сливки с желатином на растопленный белый шоколад. Аккуратно объединяем погружным блендером, затем вливаем вторую часть сливок, которые остались холодными, мы их не нагревали. И еще раз хорошо объединяем погружным блендером. Конечно, из-за малых количеств работать блендером не очень удобно. Далее переливаем ганаш в плоскую емкость тонким слоем, накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью и ставим в холодильник на стабилизацию примерно на 8 часов. Для крема на молочном шоколаде нам понадобится молочный шоколад, сливки 33% и сливочный творожный сыр. Из сливок и шоколада нам также нужно приготовить ганаш. Это будет заготовка для крема. К растопленному шоколаду добавляем нагретые сливки и также объединяем погружным блендером до полной однородности.
Также переливаем ганаш в плоскую емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник на стабилизацию. Удобно в один день приготовить бисквит и заготовки для ганашей, а на следующий день собирать торт. Бисквит разделим на 3, срезав верхнюю корочку, которая, кстати, получается особенно вкусной. Из-за содержания какао-масла и сливочного масла бисквит в холодильнике становится плотнее, а при комнатной температуре он отходит и его текстура меняется. Бисквит с легкостью делится на 3 полноценных бисквита и получается очень вкусным и ароматным. Вернемся к нашим кремам. Ганаш на белом шоколаде стабилизировался, стал плотным, вот такая у него текстура. Перекладываем его в чашу для взбивания. Нам нужно взбить ганаш до плотного воздушного состояния, когда он начнет держать форму, но важно вовремя остановиться, чтобы он не начал расслаиваться. Вот таким должен получиться ганаш. Он отлично держит форму, однородный и гладкий. Ганаш на молочном шоколаде тоже стабилизировался. Перекладываем его в чашу для взбивания, и нам нужно будет его объединить с сыром, только сыр предварительно перемешаем или разотрем миксером до однородности, чтобы из крупного куска он стал более кремовым и ему легче было объединяться с ганашем. К сыру добавим совсем немного сахарной пудры. Растереть сыр займет буквально секунды. Затем добавляем сыр к ганашу и перемешиваем миксером только до объединения. Должен получиться однородный, стабильный, очень-очень вкусный крем. Ганаш и крем перекладываем в кондитерские мешки и переходим к сборке торта. Для пропитки бисквитов я сделала шоколадное молоко. Рецепт очень простой, я его оставлю в описании под видео. Сборку торта я хотела сделать необычной, добавив в каждый слой элементы противоположного крема. Но моя идея не принесла ожидаемого эффекта. Были идеи, как переделать другим способом, но я не стала усложнять процесс. Вы можете попробовать эту идею самостоятельно, а можно собрать торт обычным способом. В нижний слой положить крем на молочном шоколаде, а в верхний белый ганаш. После сборки торт нужно минимум несколько часов стабилизировать в холодильнике. Я всегда оборачиваю торт ацетатной лентой и зажимаю разъемным кольцом. После стабилизации я выравнивала торт шоколадным крем-чизом. Для этого торта подойдут многие кремы, ганаши, сырные, масляные. Ссылки на разные рецепты кремов я оставлю в описании под видео. И вот таким получился мой торт «3 шоколада по-новому». Он не только очень вкусный, он насыщенный, богатый. Каждый из 3 видов шоколада, представленный в различных текстурах, играет свою уникальную роль в общем вкусовом восприятии. Друзья, очень рекомендую попробовать вам этот торт. А у меня на этом все. Я, как всегда, благодарю вас всех за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.